Без раскатки коржей, без выпечки и разогревания духовки. Супер быстро и очень вкусно. Как насчет такой вариации любимейшего медовика? Привет, дорогие друзья! Меня зовут Галина Артеменко. Из всех домашних тортов больше всего я люблю Наполеон и медовик. И если идеальный Наполеон на моем канале уже есть, если этот рецепт вы не видели, то ссылку на него я оставлю в инфобоксе, внизу заглядывайте, то до медовика я дошла только вот сейчас. Готовить медовик в этом ролике я буду не по классике, это будет своеобразная вариация, упрощенная, ускоренная, убыстренная, облегченная, в общем сплошные плюсы. Именно эта вариация идеально подойдет для тех случаев, когда вам просто захочется почувствовать вкус знаменитого домашнего торта, характерный и узнаваемый, при этом вам не захочется включать духовку, возможно, это будет лето, как сейчас, когда в принципе духовку не хочется включать, или если у вас вообще нет духовки. Также, если вам не хочется возиться с раскаткой коржей и если вам хочется приготовить торт супер быстро. Всю выпечку коржей вы освоите максимум в 10 минут. Список ингредиентов я оставила в описании под видео. Из этого количества получится небольшой торт на 8 коржей диаметром 14-16 см на 6-8 порций. Если нужен больше, увеличивайте пропорционально. В сотейник отправляю сливочное масло, всыпаю сахар и вливаю мед. Отправляю сотейник на огонь и жду, пока масло не расплавится и смесь не закипит. Время от времени помешиваю. Когда смесь закипит, выключаю огонь и всыпаю в нее соду. Смесь начнет сильно пениться и приобретет карамельный цвет. Активно перемешиваю смесь, чтобы процесс шел равномерно и пена не сбежала. Переливаю медовую основу в глубокую миску и даю остыть до теплого состояния. Вбиваю в смесь яйца, добавляю щепотку соли и перемешиваю венчиком до однородности. Просеиваю в смесь муку и перемешиваю. Готовить этот медовик я буду на сковороде, текстура у него получится немного иная, она будет отличной от классики, это в принципе логично, закономерно, но разве все эти перечисленные преимущества не стоят того, чтобы хотя бы один раз этот торт испечь? Для меня это отличный рабочий вариант, который я обязательно буду повторять. Ссылки на Наполеон, как я уже говорила, оставлю в инфобоксе, у меня есть классический вариант и есть вариант шоколадного торта Наполеон, тоже очень вкусного, так что заглядывайте вниз. Приступаю к выпечке коржей. Тут все очень быстро. Разогреваю антипригарную сковороду на небольшом огне и отправляю туда тесто. Так как оно вязкое, нужно его распределить в тонкий слой при помощи ложки или половника. Оно не будет растекаться, как, скажем, блинное. Накрываю сковороду крышкой и выпекаю 40 секунд. Переворачиваю корж и оставляю еще на 20 секунд, уже не накрывая крышкой. Коржи получаются мягкими и нежными. Диаметр до обрезки у меня 17 см. Обрезаю их при помощи крышки от маленькой кастрюльки. Обрезки отправляю в кухонный комбайн и измельчаю в крошку, которую буду использовать для отделки торта. Теперь приготовлю крем. Список ингредиентов я оставила в описании под роликом. Сметана и сливки должны быть холодными. Отправляю в миску сметану и добавляю к ней сахарную пудру. Перемешиваю. Сметана станет жиже. Если использовать сахар, то нужно оставить смесь на какое-то время, чтобы сахар растворился. С пудрой все быстрее. Я использую не очень много пудры, и крем не будет приторным. Обычный сметанный крем – это просто сметана с сахаром, но такой крем растекается. И вот для пышности я добавляю к сметане жирные сливки. Перемешиваю смесь и взбиваю до пышности. Если использовать жирные домашние сливки, как у меня, то стоит брать свежие, когда они еще нежные и мягкие. Если же сливкам день или два и они уже стали плотными, то я аккуратно подмешиваю к ним немного холодного молока. Если начать взбивать уже окрепшие, плотные сливки, они быстро свернутся и перебьются в масло. Магазинные сливки лучше взбить отдельно до пышности и потом аккуратно смешать со сметаной. Крем стал более плотным, хорошо видны очертания венчиков.
собираю торт. На тарелку подкладываю под коржи полоски бумаги, чтобы затем было чище. Перемазываю коржи нежным кремом. Слой у меня довольно толстый, чтобы было максимально нежно. Оставляю немного крема для отделки верха и боков. Так как коржи мягкие, уложив последний корж, торт выглядит вяленько. Чтобы придать ему ровный верх, я укладываю небольшую досточку и слегка придавливаю торт. Не нужно давить с усилием, иначе крем вылезет наружу и торт может быть суховатым. Тут нужно всего лишь выровнять его. Оставшимся кремом обмазываю верх и бока торта. С боков захожу кремом так, чтобы заполнить все пустоты. Отделываю торт крошкой из обрезков. Оставшиеся обрезки отлично подойдут для быстрых десертов. Просто немного любого крема, крошка и какие-нибудь фрукты или ягоды. Отличный десерт. Сметаю лишнюю крошку у основания торта и убираю полоски бумаги. Вот так чистенько после отделки на тарелке благодаря этим полоскам. Убираю торт в холодильник для пропитки. Такой медовик будет готов уже через 2-3 часа. Нежный, мягкий и очень ароматный. Если мой упрощенный и ускоренный вариант медовика вам понравился, ставьте лайк под этим видео. Если не понравился, ставьте дизлайк. Оставляйте свои приятные комментарии. Подписывайтесь, если вы на моем канале впервые. Нажимайте на колокольчик, и впереди нас ждет еще очень много вкусного. А меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».